И всем привет, ребята, и с вами снова я, Вахид, и сегодня мы разберем вырезанный контент в альфах версиях «Привет, сосед». Ну что ж, приступим. Для начала я должен сказать, что эту идею для видео я взял у других ютуберов, которые тоже сделали вырезанный контент по «Привет, соседу». Я просто взял идею, так что я ничего не крал, запомните. Ладно, начнем сейчас с преальфа. В преальфе я нашел вот такую вот вещь. Заключается в том, что яблоко насажено на острую палку. Непонятно, что он делал, но его в игру так и не добавили. Если честно, он выглядит очень странно. Изначально сосед должен был выглядеть примерно так. В оранжевом кофте, в черных штанах и отсутствуют волосы на передней части. Но на самом деле этот внешность был сделан еще в более ранних версиях. Его даже в игре не было. Ну это вот что я мог сказать и нашел. Как-то короткий слишком получилось. Ладно, переходим к Альфе 1. А тут уже больше интересного. Тут, например, есть кресло-качалка, которое вырезали из Альфа 1. Не знаю почему, но возможно разработчики не смогли сделать нормальную функцию для него, или не знаю. Есть даже модификация «Привет, соседа», где использовалось это кресло-качалка. Его можно было взаимодействовать, знаете как, брать и кидать, и все. Насчет подпирать стол я не знаю, но все равно я хотел бы, чтобы его добавили в оригинальную игру. Еще с игры убрали вот такой вот черный стул с колесиками. Я не знаю, для чего он был нужен, возможно, он был бесполезен, и поэтому его вырезали. Дальше из Альфа 1 убрали вот эти вот два красных стула. Они ничем не отличаются. Отличаются тем, что стул с левой стороны выглядит нормальным, а с правой стороны поломанная ручка и там заклеена скотчем. Если честно, это выглядит довольно криво. Следующее, что убрали, это такой вот розовый стул. И заметно, что текстура выглядит криво. Возможно, этот стул недоделанный, но его в игру не добавили. Почему? Я вообще не знаю. Может быть, разработчикам было просто лень делать стул этот, или вообще не знаю. Следующее, что убрали, это вот такое вот мыло. Я не знаю, какую функцию возможно выполнял, но я предполагаю, что оно могло играть роль в виде такой вот ловушки. Ну типа сосед намеренно поставил тут мыло в коридор, чтобы мы поскользнулись и упали. И, кстати, такой функция вроде был в игре «Как достать соседа». И вот вам пример. И, кстати, если вы не знаете, что у персонажа Ники Рот, ну, главный герой из игры «Привет, сосед», еще в самых ранних версиях не было модельки, и вот такие вот нарисовки. Мы можем увидеть, что в самой первой версии нарисовки Ники Рота лицо выглядит слишком длинным, нос тоже, ухи слишком низко находятся, и это из-за этого выглядит странно. И он носил желтую рубашку с красным жилетом. А второй версии у Ники Рота убрали жилет, и он носит кофту, которую он сейчас носит. Ему добавили очки, лицо немножко уменьшились. В третьей версии он носит красную рубашку клетчатую, белую футболку с красным кружочком, и на носу видно пластырь, и его волосы стали оранжевыми. В четвертой версии Ники Рот выглядит теперь так, как был в игре, только на рисовке он имеет пластырь на носу и смайлик на кофте. Я не знаю, почему это убрали в игре, где появился сам моделька Ники Рота, но возможно
это было не нужно, ну или это просто не подошло к Нике. Ладно, теперь переходим к Альфе 2. Во второй Альфе убрали анимацию, где сосед закрывает входную дверь. Если честно, это выглядит достаточно хорошо. Только непонятно, почему разработчики не добавили это. Возможно, они не смогли анимировать как-то. Следующее, это вырезали подвал в Альфе 2. Подвал в Альфа 2 был довольно короткий. Но если посмотреть геймплей Альфа 1.5, который публично недоступен, мы можем увидеть весь подвал, и дальше за нами будет гоняться сам сосед. Вот, можете посмотреть сам полный геймплей. В конце геймплея главный герой прячется в кровать, а потом его сосед чуть не поймал, заходит в белую дверь, ну и все. Если в консоли написать Open Neighbor подчеркивание 3, то нас перекинет в темную локацию, в котором внутри ни хрена ничего не видно. И если мы выйдем на улицу, то мы увидим весь дом и карту. Дом выглядит достаточно большим и немного странным. И, если честно, я не знаю, что мне на это напоминает. И когда игроки в 2016 году впервые это увидели, они все подумали, что это дом для Альфа 3, но оказалось нифига. Я забыл сказать, что в Альфе 1 убрали функцию, что машина соседа может ехать, у нее даже есть крылья и способна даже летать. Если честно, это очень странно. Ладно, думаю, мы должны перейти к Альфе 3. В Альфе 3 вырезали страх темноты из Альфа 4, но здесь он выглядит немножко по-другому. Тот стиль более реалистичный, и некоторые предметы вообще на воздухе тупо летали. Не знаю почему, возможно, он недоделанный. И непонятно, почему его не добавили в третьей Альфе. Но еще в Альфе 3 вырезали страх школы, как из Альфа 4, только тут вместо манекенов моделька главного героя, и они начинают за нами бегать и красными становиться. Если честно, это выглядит довольно странно. И школа выглядит недоделанной и просто так, как будто пустой. Только наши враги и парты, и все. Но еще вроде в Альфе 3 или Альфе 4 вырезали вроде женскую версию или мужскую манекена.
И это, если что, с правой стороны это женская версия, а с левой стороны это мужская. Еще в Альфе 3 убрали светлое время. Это можно понять по этому геймплею. Если посмотреть на дом главного героя, то это можно понять, что это Альфа 3. И мы видим, как дом соседа в Альфе 3 выглядит в светлое время. Все видно, выглядит абсолютно нормально. Если честно, это похоже как Альфа 4. Но все равно это Альфа 3. Тут можно понять по текстурам и предметам. Я думаю, уже пора переходить к Альфе 4. Если честно, я что-то мало рассказал про Альфа 3. Ну ладно, приступим. Короче, все, давайте. В четвертой альфе вырезали вот такой вот предмет. И если честно, я не знаю, что это такое, у него даже текстур нет. Еще вырезали вот эти 3 предмета, и еще вот этот. Если честно, без понятия, что это такое. Ну, если вы знаете, то в комменте напишите. Еще в четвертой альфе вырезали вот такие вот модельки. Я недавно узнал, что это модельки принадлежат магазину, который хотели вроде добавить в Альфе 4, но не добавили. Возможно, на это есть причина из-за того, что оно просто играло роль просто декорации, и оно нафиг не нужно никому. И еще убрали вот такие вот картины. Я, если честно, не знаю почему, вроде они выглядят нормально, но возможно они не подошли к этому. Вот такое видео у нас получилось. Да, он не особо такой длинный. И, возможно, в следующем видео я разберу вырезанный контент в бета-версиях соседа. Но, думаю, уже надо закончить видео. Короче, с вами был Вахид. Короче, все, пока.